Привет, друзья! Меня зовут Катерина, и я рада вас приветствовать в школе видеоблогера. Сегодня я расскажу про самые популярные ошибки в названиях видео на YouTube. Первая ошибка – очень короткое название. Заголовок видео из одного или двух слов дает лишь общее представление о содержании ролика, поэтому у него меньше шансов выделиться среди похожих видео и заинтересовать зрителя. Плюс ко всему, видео с короткими заголовками сложнее продвигать по ключевому запросу. Вторая ошибка – это когда автор старается сделать длинные названия ровно на 100 символов. Если у вас получается интересный заголовок с хождением ключевого слова меньше, чем на 100 символов, пусть он лучше будет короче, но зато красивый и привлекающий внимание. Третья ошибка часто вытекает из второй. Она заключается в том, что автор в погоне за добавлением ключевых слов в заголовок забывает о смысле, и вместо названия видео у него получается просто перечисление ключевиков. Такой переспам ключами не понравится ни зрителям, ни алгоритмам YouTube. Четвертая ошибка – это неправильно написанные слова в названии. Проверить текст заголовка на наличие ошибок займет у вас меньше минуты, а результат колоссальный. Злобные комментаторы не будут вам грозить учебником русской грамматики, а алгоритмы YouTube будут без проблем находить ключевые слова в названиях. Ошибка номер 5 – это отсутствие ключевого слова в заголовке видео. Удивительно, но это одна из самых частых ошибок, которые встречали наши преподаватели при аудитах YouTube-каналов. Если популярным каналам с миллионами подписчиков простителен такой недочет, то новые каналы с таким подходом никогда не найдут свою аудиторию. Шестая ошибка – ложная информация в названии. Она возникает, когда неопытные ютуберы пытаются набрать популярность на волне хайпа или за счет имен популярных видеоблогеров. Но использование громких тем и имен в заголовке вовсе не гарантия успеха, а скорее гарантия провала, если в самом видео нет ничего похожего на заявленное в названии. Седьмая ошибка не очень серьезная, однако она тоже может замедлить продвижение вашего видео выше в поисковой выдаче. И это не полная информация в названии. Например, в вашем видео вы рассказываете, как сделать из бумаги фигурку журавлика, павлина и трясогузки, а в названии пишете, как сделать журавлика из бумаги. Казалось бы, популярный и понятный поисковой запрос, но при этом вы потеряете тех зрителей, которые хотят узнать, как сделать из оригами фигурки павлина и трясогузки. Восьмая ошибка возникает, когда в заголовке появляется лишняя информация. Например, когда в конце названия видео написан ответ на вопрос, который задан в первой части названия. Девятая ошибка – это одинаковое название у нескольких видео. Думаю, не стоит объяснять, что это вызовет путаницу и у вас, и у зрителей канала. Десятая ошибка опять касается продвижения вашего видео. У вас будет меньше шансов попасть в похожие и в рекомендованные, если в заголовке вашего видео ключевое слово будет стоять в конце, а не в начале. Одиннадцатая ошибка очень коварная. Будьте внимательны, когда используете смайлики в заголовках. Для алгоритмов YouTube красивая картинка – это просто набор символов. Если такой набор символов встречается внутри ключевого слова, то ценность такого ключа для алгоритмов YouTube снижается практически до нуля. То же самое касается и размещения смайлика в начале заголовка. Смотрите предыдущую 10-ю ошибку. 12-я ошибка – это когда название можно трактовать по-разному. Например, курочка с яйцами. Может быть как названием кулинарного рецепта, так и рассказом про детскую сказку «Курочка ряба». 13-я ошибка в нашем топе занимает первое место. Ничто так часто не встречается в заголовках видео, как огромное количество заглавных букв. Признавайтесь, ведь и на вашем канале наверняка есть видео, название которого написано капслоком. Бегом исправлять! Такие видео алгоритмы YouTube всегда стараются показать ниже в поиске, ведь использование больших букв – это манипулирование вниманием зрителей, и YouTube это пресекает на корню. Сегодня вы узнали, какие ошибки не следует совершать при написании заголовков видео на YouTube. Если ролик был вам полезен, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые уроки по YouTube. Всем спасибо за внимание, всем пока!